И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами посетим Жирону. Это продолжение моего рассказа о Испании. Видео другие из поездки в Испанию уже есть на канале. Кому интересно, можете зайти посмотреть, я ссылочку оставлю. А сегодня мы гуляем по Жироне. Это один из самых древних городов Испании, который был основан римлянами на берегу реки Аньяр. И вот на правом берегу расположился современный город, а на левом это старинная застройка, старый город. И вот, чтобы из современного города попасть в старый город, мы по мосту перейдем через реку Аньяр. По дороге посмотрим на уточек и рыбок, плавающих в реке. И погрузимся в лабиринты старого города. На входе в город, теперь это на входе в старый город, стоит столб, по которому карабкается львица. Которая на львицу, конечно, не похожа, вообще непонятный зверек. И висит табличка, что нельзя целовать эту львицу. Эту таблицу во время ковида повесили, табличку эту. А почему нельзя ее целовать? Нельзя целовать, потому что ковид, а почему ее все целовали? Это тут существуют разные легенды. Во-первых, была легенда, что один житель приучил волчицу выть, когда там нападали, приходили посторонние разбойники на город, поднималась суматоха, приходили воины и спасали город. И когда эта волчица умерла, жители решили ее увековечить и построить ей вот такую вот скульптуру, как она карабкается на столб, но вовремя одумались, что вроде волчицы по столбам не лазят. И переделали ее в львицу. Правда, на львицу она тоже не особо похожа. И там уже после из этого сложились традиции, чтобы пройти в город, когда уже город закрывался на ночь, запоздавшие жители должны были поцеловать ее в попу, тогда их пропускали. Почему так, не знаю. Также существует поверье, что чтобы быть добропорядочным гражданином, надо ее поцеловать в попу, или чтобы счастье привалило, там какое-то богатство. В общем, версии бывают разные, но по всем этим версиям почему-то нужно эту львицу поцеловать в заднюю часть. Мы не стали проверять. Как-то будем считать, что мы не верим легендам. Тем более таким странным. Но мы с вами идем дальше по Жироне. Очень здесь много ступенек, улочек, узких и шире. Это очень старинный город. Его основали еще римляне, как я уже сказала. Они построили крепость еще до того, как был город. Военная крепость Герунда, где вот сейчас располагается исторический центр. И крепость была призвана защищать дорогу, Иберийскую дорогу, тянувшуюся от Рима до Севильи. И вот эта массивная стена от военной крепости сохранилась по сей день. Вообще тут все пропитано атмосферой древности. И, наверное, поэтому этот город очень полюбили кинематографисты и телепродюсеры. Здесь очень часто снимается кино. Но является идеальным пейзажем для разных фильмов. Вот, к примеру, здесь, в этом городе, снималось несколько сцен из 6-го сезона знаменитого сериала «Игра престолов». Да и другие фильмы. Жирона называется это по-каталонски, Херона по-испански. Герунда было раньше название, или Жерона. Это город на северо-востоке Испании, в автономном сообществе Каталония и центр одноименной провинции Жирона. Население тут где-то около 100 тысяч человек было на 2020 год. Но несмотря на то, что это старинный город, в принципе, и молодежь тут хватает. Здесь живут и учатся более 15 тысяч студентов, что составляет около 20% от населения города. Мы с вами подойдем
к собору. Этот собор, ну, с разных сторон мы к нему подходили. Он, кстати, с разных сторон выглядит по-разному. Он построен в готическом стиле, но западный фасад у него в стиле каталонского барокко. Существует легенда очередная про одну ведьму, не ведьма, или просто сварливая женщина была, жила около храма и постоянно ругалась на прихожан, которые шли в церковь, кидалась их камнями. И вот в какой один момент, как бы небесные силы покарали ее, и она превратилась в камень. И эту каменную ведьму установили на храме в виде горгульи. Есть там разные всякие нечистые силы, всякие звери, которые служили водостоком сверху, отводили воду дождевую с крыши храма. И вот один из водостоков, одна горгулья в виде этой ведьмы есть на этом храме. То есть теперь она больше не кричит, из нее теперь изливается дождевая вода вниз. Мы с вами подошли снова к кафедральному собору Святой Девы Марии, расположенному на Соборной площади, на этот раз со стороны западного фасада. Этот собор является одной из главных достопримечательностей города. Он имеет самый широкий готический неф в мире и второй по ширине после собора Святого Петра в Риме среди всех стилей. Это однонефный собор, но из-за большой величины строительства затянулось, так как велись многочисленные споры, чтобы для большей прочности сделать его трехнефным, но в конце концов все-таки остановились на однонефном варианте. Собор построен в готическом стиле, только западный фасад в стиле барокко, как я уже сказала, и с северной стороны к собору примыкает башня, являющаяся одной из двух колоколен предшествующей романской церкви. Чтобы попасть внутрь собора, нужно преодолеть вот эту большую лестницу, состоящую из 90 ступенек. Согласно поверью, одна ступень храма – это один грех. Таким образом, поднявшись к храму, посетив это место, можно избавиться от тяжести своих поступков. Можно целых 90 грехов искупить. На этих, кстати, ступеньках проходили упомянутые уже мною съемки телесериала «Игра престолов». В соборе есть музей с сокровищницей, тоже очень интересный для посещения. Один из самых старых районов современной Жероны, расположенный к югу от кафедрального собора, носит название Эль-Каль. Появился он еще в IX веке. В те времена здесь была крупнейшая в Каталонии еврейская община. Существует информация, что местные состоятельные евреи были одними из спонсоров путешествия Христофора Колумба. Но когда короли Испании приняли католичество, они изгнали из Испании почти все еврейское население, не принявшее католичество. Так, в 1492 году еврейская община Жероны прекратила свое существование. По королевскому указу в пустые дома вселились местные бедняки. Денег у них не было ни в тот момент, ни после, и поэтому дома еврейского квартала сохранились практически такими же, какие построили их подлинные хозяева. Еврейский квартал состоит из перепутанных улиц, переулков, тупиков. Поскольку Жерона расположена на холме, многие улочки представляют собой достаточно крутые лестницы. Будучи обнесенными стенами, квартал не имел возможности расширяться, поэтому в нем узкие, даже по меркам средневекового города, улицы и высокие дома. По прошествии многих лет жители Эль-Каль вновь стали состоятельные люди, а квартал, как и в былые времена, приобрел соответствующий статус и преобразовался на современный лад. Теперь здесь есть еврейский центр и музей истории евреев Жероны.
Фигурку мальчика побрал в размере оригинала почти. И вешают на Мы подошли еще к одной достопримечательности, так как река разделяет город на две части, старую и новую, то достаточно много мостов в городе. И вот один из мостов железный мост, этот красного цвета, он такой приметный, яркий. И он еще популярен тем, и известен тем, что его создал Гюстав Эйфель. То есть архитектор тоже, что и знаменитую башню в Париже. Этот мост был построен в 1877 году, но уже, однако, где-то в 1973 году его конструкция была полностью заменена, на идентичную, так сказать, реставрировали, восстановили. И тут у меня села батарейка в телефоне. Пришлось достать другой, но в нем нет стабилизатора, и изображение тут сейчас больше дергается, такое неплавное. И звук, кстати, тоже другой. А тут уже только одни туристы, поэтому
Заканчивается наша прогулка по Жироне. Но не заканчивается еще наша прогулка по Испании. Остался еще один городок, который мы посетим. Это будет последнее видео из Испании. Оно еще выйдет у меня на канале. А на этом я с вами прощаюсь. Всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.